Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о вот этом девайсе. Это Xiaomi Redmi Note 12T Pro. Вполне возможно, это будет Poco X5 GT, как обычно они делают. Скажем так, это 95% как минимум. Что хорошего в этом смартфоне? Первое, на него уже есть глобальная прошивка, которая, кстати, у меня и стоит. Здесь у нас есть русский язык в стоке. Помимо этого, здесь есть съемка в 4К 30 FPS на основной модуль. Но самая его магия не в том, что у него есть мини-джек. Не самая магия то, что у него есть инфракрасный порт. И даже какая-никакая официальная защита от влаги IP53. А самая магия в том, что у него экран без шима, IPS-ный. И притом еще и яркий. 600 с лишним нит. Я не помню, чтобы IPS-ки выдавали у андроидов. И это очень круто. Помимо всего этого, что я вам рассказал сразу, у него просто отличное соотношение цена-качество на данный момент, даже в рублевом эквиваленте. Если вы будете брать китайскую версию, все будет волшебно. С точки зрения долларового эквивалента будет все супер волшебно. Этот смарт один из немногих сегодня стоит своих денег, по моему субъективному мнению. Но он, разумеется, тоже не без недостатков. По-другому в технике не бывает. Смотрите, у него огромный подбородок. И есть еще ряд недостатков, о которых я расскажу вам в ролике. В конце для вас все это дело подытожу. Будут примеры видео, фото. Напоминаю, что на лайв-канале есть целых 3 ролика, посвященных этому смартфону. Кусочная распаковка, пример работы камеры, длинный. Здесь есть ограничения, к сожалению, по съемке на 8 минут. Не забудьте подписаться с колоколом. Смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в минималистичной белой коробке с названием модели и краткими характеристиками. Пакинг обыкновенный. В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты. Карту памяти запихать нельзя. Краткое руководство, силиконовый чехол, сам смарт, блок питания на 67 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смартфона составляет 200 граммов, а габариты 163 на 74 на 8,9 мм без блока камер. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Всем, кто подписался на этот ролик, двойное спасибо. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. На выбор есть такие расцветки, как черная, белая и синяя. Note 12T Pro выглядит хорошо, учитывая стоимость, только громадный подбородок все портит. Корпус выполнен из пластмассы, грани прямые, в руке смартфон лежит в целом комфортно и пользоваться одной рукой можно, грани не натирают, хотя они довольно странные здесь. Я могу допускать, что кому-то они будут натирать. Сборка неплохая, как и качество материалов. Смартфон имеет влага- и пылезащиту класса IP53, что хорошо, но с практической точки зрения топить его все равно нельзя. Максимум дождика не боится, мелкого. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C, версии 2.0, микрофоны и динамики с поддержкой Dolby Atmos. Звучание в данной модели стерео, за что плюс. Качество звука хорошее, как для средняка, но это все равно полуторка. Bluetooth кодеков на борту достаточно, но не космос. К слову, установлен Bluetooth чип версии 5.3. ИК-порт и мини-джек в наличии, что удобно, так как можно подключать наушники без переходника, а также управлять устройствами с помощью ИК-порта. Вибромотор линейный по оси X, нетопорный и настраиваемый. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS LCD дисплеем на 6,6 дюйма. И вы правильно подумали, здесь нет шима, а еще яркость здесь такая же практически как на AMOLED, потому что 600 нит это такая неплохая яркость, почти как у Poco F5. Разрешение здесь 2460 на 1080 пикселей, соотношение сторон 20,5 к 9, имеется поддержка HDR10, Dolby Vision и Z-Real. Матрица экрана абсолютно плоская, плотность пикселей 407 ppi, что очень даже хорошо. Автояркость работает хорошо, проблем с ее работой я не обнаружил. Частота обновления экрана максимум 144 Гц, автоматический режим можно включить в настройках. Насчет 144 Гц, я думаю, для многих это не тайна, но мало приложений игр поддерживают подобную частоту обновления экрана. Да, вы можете поставить принудительно, опять же, мало что это поменяет. Всем, кому 144 Гц нужны, и вы знаете, для каких программ, они здесь есть. Тач на 270 Гц работает не идеально, но, учитывая стоимость, хорошо. Хотя встречал я и получше. Тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране, результат средний. Мультитач на борту, экран на 10 касаний одновременно откликается спокойно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо,
хорошо, можно завести до 5 отпечатков пальцев, у меня вообще не было промахов. Распознавание лица также срабатывает корректно даже под углом. Минус за то, что можно завести один и тот же отпечаток пальцев 5 раз. Биометрические данные можно зарегистрировать одного лица 2 раза или 2 разных лица. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами, максимальная частота у которого 3,1 ГГц, графический процессор Mali G610MP6. За охлаждение отвечает система VC с жидкостным охлаждением и слоями из графита в количестве 7 штук. Интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии, оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 или 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, что для большинства из нас не актуально, но хорошо, что она есть. А для 4G бенды 7 и 20 отсутствуют, что, конечно, большой минус. У меня связь смартфон ловит отлично, если вы в большом городе не уезжаете от него далеко, то вам это тоже не важно. Но если вы планируете быть на даче, где все ловит очень плохо и есть 4G, а вам оно необходимо, лучше проверить, использует ваш сотовый оператор эти бенды или нет. Звучание во время разговора хорошее, микрофон и датчик приближения меня не подводили. Запись разговора в стоке есть и без уведомления о начале записи, но напоминаю, когда вы, опять же, получите перепрошитый смарт, если вы вдруг будете приобретать это устройство, не факт, что она будет. И второй момент, скорее всего, она будет, если у вас будет китайская версия смартфона с китайским языком. В Poco такого не бывает, потому что Poco уходит только на глобалку, и это, если и правда будет Poco X5 GT, что очень-очень вероятно, то там записи разговоров не будет тоже. Смартфон оснащен модулем NFC, разумеется, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки. GPS-тест показывает стандартно для Dimensity 1 метр точности, но повторяюсь, что лучше 3 метра точности на Qualcomm, чем 1 метр на Dimensity. Это уже проверено. Емкость аккумулятора 5080 мАч. В письмарке устройство выдало почти 8 часов, и это очень прилично, учитывая, что оно было на 144 Гц обновления экрана и максимальной яркости. Заряжается от 0 до сотки в среднем за 57 минут, иногда и 53 у меня получалось. Беспроводной зарядки нет. За час игры в играх с одновременным стримингом на Твиче уходит в среднем 26%. Смартфон не перегревался и прошел тест отлично. За час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi у меня ушло 5% заряда. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит на 100 потоках при 60 минутах неплохо. Он выдал у нас 391 гипс максимально, 376 гипсов в среднем и 353 гипса минимально. Результат по мне отличный. В Geekbench в синглкоре 1253, в мультикоре 3910. 3D Mark он отказался проходить, потому что 3D Mark не понял, что это за устройство. В Antutu выдал результат почти 900 тысяч попугаев. Storage-тест показал отличный для этого типа памяти 74 тысячи. Стресс-тест прошел не лучшим образом, результаты вы видите на экране, и это очень странно, потому что в целом аппарат показал себя в десятки раз лучше, чем он показал себя на этом стресс-тесте. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двойной LED вспышки. Основной сенсор на 64 мегапикселя, апертура 1.79, сверхширик на 8 мегапикселей, есть затычка с углом обзора в 120 градусов и макросенсор тоже затычка на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля на максимальном разрешении 4К 30 FPS, 60 FPS недоступная и вряд ли будут доступны. И хочу отметить сразу по поводу всех этих записей видео, еще раз, на лайв-канале 2 кадрами есть нон-стопом, как это устройство работало 8 минут, здесь ограничение по съемке в 4К 30 FPS 8 минут, и потом еще склеенный отрезок вы увидите там 4 минуты. Можете увидеть, как в поле без стабилизатора это дело может работать, и работать его родной микрофон. Цифровая стабилизация здесь на борту, а вот оптической нет. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана, максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 FPS. На борту имеется 64 мегапикселя для фото, панорама, замедленная съемка, портретный режим, ночной режим, режим Pro и так далее. Качество фото и видеосъемки, учитывая стоимость, отличное. Короткие примеры вы сейчас увидите. И напоминаю, по поводу фотографии у среднебюджетных устройств, а это среднебюджетное устройство, если не сказать, что он чуть дешевле, чем среднебюджетник, вы можете увидеть в моем личном телеграм-канале в несжатом качестве. Скачивайте и смотрите до упора. Я вам скажу без сравнения с кем-то, что с цветами Xiaomi угадывает, может быть где-то чуть-чуть больше он показывает света, но на фотографиях это все прекрасно видно. Ну что, не такие плохие видеовозможности, 4К 30 FPS, съемка с одной руки, все стандартно, рассеянный свет, все максимально противно. И в целом смарт работает неплохо. X6 максимум, но я повторяю, что по мне иксы это дело максимально бесполезное. Фронталка может снимать в 1080p 60 fps, роллинг шаттера я не вижу. Ну вот так вы сможете снимать себя на этот смартфон.
самых неблагоприятных, к слову, для него условиях, потому что свет позади меня. И ультраширик максимум в 1080p 30 fps, что неудивительно. 4К 30 fps, основная камера, лифт, все как мы любим. И напоминаю, что на основном канале у меня нет обзора одним кадром, но на лайв-канале у меня есть обзор на одним кадром. И скорее всего на этот смарт я тоже его буду делать. Это как? Это когда я просто 15 минут о нем рассказываю. Вот так в 4К 30 fps. 60 fps у 4К нету, вы сможете себя снимать. И заодно на лайве можете посмотреть, как в лифте у всех смартфонов было с этим делом. Не очень снимает, конечно. Я ожидал немного лучше. Но опять же нужно будет смотреть на большом экране. Мои слова даже для меня не имеют веса, потому что как-то все обработается, и как потом будет выглядеть, это другая история, тем более, как оно будет выглядеть на YouTube. Ультраширик 1080p 30 fps. Ну, красиво. Не знаю, что там дергается или нет, но выглядит красиво. Основной модуль 4К 30 fps. Думаю, разницу вы увидите. Во всяком случае, должны. И я не скажу, что он очень хорошо облака ловит. Вот то, что вот там вы видите, оно выглядит намного лучше. Сейчас я сфотографирую в моей личной телеге, сможете посмотреть, кому надо, чтобы сравнить. И очередные 4К, понятно, что 30 fps, наверное, повторять 1000 раз смысла нет, особенно если я говорю про спеки. А хотя есть, вы же не знаете, какие отрезки, в каком разрешении. И вот так съемка с одной руки, рассеянный свет, то есть ничего линзе не мешает, никаких прямых лучей нету. Но облака как-то она странно передает, хотя я их и странно вижу. В целом по цветам видно будет уже в конце, но такие примеры я буду скидывать. Как выглядит бассейн, во всяком случае, знают все, как выглядит зелень, плюс-минус тоже. Вот так с одной руки может снимать данный смартфон в 4К 30 fps. Медленно ехать, стабилизацию вы видите, все это опасненько, так не делать. Помним, что под веществами не катаемся, 2 руки на руле, разумеется, с правами. Темное время суток, дождь не катаемся, даже если есть АБС. Ну, это вы и так в курсе. Главное, это вы пришли посмотреть, как снимает камера. Если вы это видите, значит все закончилось хорошо. И в целом повторяюсь, что это топ. Сейчас, я не знаю, сколько будет стоить пульса, но вот это вот дело прям топ-топ-топ с большой буквы. И съемка на фронталку Redmi Note 12T Pro или X5 GT. Будем смотреть, сколько он будет в глобале. Съемка, повторяюсь, через шлем разговариваю. Можно приподнять, чтобы вы постарались что-нибудь рассмотреть. Вот так примерно сможете снимать. 4К 30 fps. Съемка с одной руки. Виды пейзажа. Люди с пейзажами и пейзажа. Ультраширик 1080p 30 fps. Пейзажная съемка. Можно вот так поставить и снимать. На штатив какой-нибудь. Фронталка. Вообще хорошо. С рассеянным светом. Мне нравится. Напишите, нравится ли вам. 4К 30 fps. И вот так делают шаверму. На 3 умножаем. 4К 30 fps, основной модуль. Съемка с 2 рук. Неплохо он снимает, если не сказать хорошо. Фронталка 1080p 60 fps. А Xiaomi 13T пишет в 1080p 30 fps. Вот такие вот Redmi, да? Бюджетные, а-ля среднебюджетные, ладно. Фронталка 1080p 60 так не делаем, тем более во время поездки.
Надеюсь, что меня хорошо видно. И вот так вот можете себя снимать. Далеко очень надо оттягивать руки, чтобы видно было что-то. А тем более, я думаю, для того, чтобы вам было слышно. Вот так сможете себя снимать. Минусы: нет 7 и 20 бенда. Хотелось бы полноценный слот. С картой памяти рано или поздно это должно случиться. Нет 60 FPS на основном сенсоре. Старенький USB Type-C разъем. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Это самые главные их плюсы. Если брать именно китайскую версию, я повторяюсь, что это просто супер выгодный телефон. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Я там публикую ссылки, скидки. Притом чаще всего не так и много, но они полезные. Допустим, сегодня был 10% промик на Яме. На Али сейчас идет сейл, там тоже некоторые девайсы продаются дешевле, чем когда у нас курс был по 76. Смотрите, оценивайте и решайте. Не забудьте подписаться еще на лайв-канал, там очень много контента по поводу всех этих телефонов. Если вас это интересует, то там более подробные обзоры с эмоциями и комментариями пользователей. Ну все, дифирамбы ему пропели, теперь пора и рассказать вам, еще раз акцентируя внимание на его недостатках об этом смартфоне. Первое, разумеется, съемка сейчас ведется на основной его модуль 4К 30 FPS, работают его родные микрофоны, разумеется, они никакие не направленные, за эти деньги по-другому не бывает. И если говорить о моем отношении к данному девайсу, переводим все, конвертируем в доллары и получаем очень даже приятную сумму, повторяюсь. Вспоминаем про минусы. Минусы — это в первую очередь то, что у вас вполне возможно будет плохо ловить смартфон, если вы живете в сельской местности, либо катаете на дачу, где вам нужен 4G, и там есть 7 и 20 бенд. Второй момент — между городов. То есть это реальная проблема. Если вы купите, опять же, даже прошитый сейчас смартфон, как у меня, на глобальную версию прошивки, бенды у вас не появятся, так же, как и агрегация частот. С этим мы запомнили. Если у вас реально необходимость иметь хорошую связь, и вы выезжаете далеко от большого города, этот смарт не для вас. Второй момент. Всем перфекционистам то же самое. К сожалению, нужно отворачиваться. Почему? Потому что подбородок здесь и правда огромный. Третий момент. Всем блогерам, как и мне, нужно подумать 3000 раз. Почему? Потому что здесь нет 4К 60 FPS, а на 4К 30 FPS здесь ограничение есть 8 минут. Но здесь мы переходим к самому интересному. Почему это все-таки топ за свои деньги? Потому что из аналогов вышел только iQOO Z8, который я приобрел, и неизвестно, когда он придет. На IPS с такой яркостью и стабильностью работы нет ничего у андроидов сейчас. Из новинок точно. Можете меня поправить. Фото здесь классные, видео здесь он пишет отлично. Опять же, мое субъективное мнение, посмотрите на лайв-канале одним большим кадром. Он классно отработал, потому что каждый раз, когда я его тестирую, я иду вот с такой вот селфи-палкой на таком расстоянии, и прикиньте, как у меня рука трясется с этим смартом. У него с стабом все в порядке. Даже когда вы видите в моих тестах, что со смартфоном что-то не так, но это потому что, опять же, можно приобрести стабилизатор, у меня DJI есть, и снимать все красиво. Можно снимать с одной руки, меньше вибрации будет, но тогда вы не будете полностью в кадре, потому что я снимаю себя на основной модуль, а не на фронталку, видите, за счет этого зеркала. Опять же, в тестах, может быть, буду продолжать, пока у меня такое желание есть. Если говорить о смартфоне как о девайсе надолго, я считаю, что он отличный выбор с точки зрения внешки, но, повторяюсь, подбородок. Если говорить о записи звонках, возможно, ее не будет. NFC модуль здесь есть, разумеется, GPS он ловит, каких-то конкретных минусов в нем я не вижу. И если все перевернуть на наш старый курс, можно вообще просто сделать такие глаза, сказать, ну ничего себе, они смогли как дешево сделать такую классную железку, и выдохнуть. Жду ли я Poco? Очень жду. Я с удовольствием его приобрету. Если это будет X5 GT, это будет топ за свои деньги, если они еще и в те же деньги будут его продавать хотя бы первую неделю. Как вы помните, Poco F5 Pro не хотели за 33 тысячи покупать, а теперь покупаем за 45, за 42. Вот здесь такая же история будет. Надо ждать начала продаж у покафонов. Лучше, разумеется, ждать глобалку, если вас этот смартфон заинтересовал. Если горит и вы не уверены, что курс будет для нас лоялен, либо Poco выставит лояльную цену, можно брать китайскую версию смартфона, поиграйтесь. За эти деньги, мне кажется, она улетит вообще без проблем. Девайсу от меня однозначно да, аналоги есть, у меня их на руках пока, повторяюсь, нет. Это iQOO Z8.
но не факт, что там будет русский язык, неизвестно, что там с бендами и со всем остальным. Здесь это дело оптимизировали очень классно. Глобальная прошивка появилась сейчас, смарт выкатили еще в мае, в конце мая, чтобы вы понимали. То есть его пилили, и теперь у нас есть Xiaomi Redmi Note 12T Pro, который можно благополучным образом поменять шильдик, написать POCO, добавить прошивку глобальную, которая уже есть. И все, и продавать по миру для того, чтобы пиарить бренд и зарабатывать деньги. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.